Глава 4. Тишина под землей. Пока Мира сплетала нити тумана в плотный кокон, скрывающий нас от взоров патрулей, мы с Эдрихом принялись за работу. Скрежет камня о камень казался оглушительным в этой мертвой тишине, но чары отступницы поглощали звуки, превращая их в неясный шепот ветра. «Навались!» – пропыхтел Эдрих, упираясь плечом в массивную балку, подпиравшую вход. Мы сантиметр за сантиметром расчищали лаз. Мои пальцы были стерты в кровь, а пыль забивала легкие. Но когда последний валун с грохотом откатился в сторону, из темноты шахты пахнуло не сыростью, а чем-то сухим и едким. Порох и еще сталью. Внутри было темно. Единственным источником света служили тусклые фиолетовые искры на кончиках пальцев Миры. Мы продвигались вглубь, пока не наткнулись на внутреннюю баррикаду из перевернутых вагонеток. «Стой!» – раздался резкий голос из темноты. «Еще шаг, и я вышибу вам мозги, кем бы вы ни были, гнильем или живыми!» На вершине баррикады показался силуэт. Невысокий, плотный, с тяжелым мушкетом наперевес. Это был гном-инженер, чья борода была опалена, а лицо перепачкано сажей так, что виднелись только лихорадочно блестящие глаза. «Мы не из плети!» – я поднял пустые ладони, стараясь говорить спокойно. «Нам нужен порох и те, кто еще готов сражаться». Гном, которого звали Барин, сплюнул и опустил ружье, но не убрал палец со спускового крючка. «Порох есть! И подарки у меня найдутся! Только вот беда! В нижних горизонтах что-то проснулось. Мы завалили вход не от плети снаружи, а от того, что грызет камни изнутри. Оказалось, что шахтеры, копая слишком глубоко в поисках ресурсов для сопротивления, наткнулись на древний склеп нерубов, паукообразных слуг короля Лича, которые не нуждались в приказах Артаса, чтобы ненавидеть все живое. Ритмичные удары, что мы слышали снаружи, стали громче. Баррикада задрожала. Из щелей в полу начали лезть костяные лапы, тонкие и острые, как иглы.